Технология VS10 на ТВ-боксах. Это технология, которая реально улучшает изображение для старых телевизоров. И эта технология в основном на процессорах Realtek. Именно на ТВ-боксах, таких как GX1, GB1. Что это за технология? Сегодня мы с вами поговорим на одном кардинальном примере. То есть мы с вами включим на SDR телевизоре, на старом телевизоре, два тестовых файла с включенной технологией VS10 и с выключенной технологией VS10. И вы увидите сразу разницу. О чем идет речь? Дело в том, что очень много подписчиков мне пишет: смотри, у меня старый телевизор, я купил ТВ-бокс, и у меня показывает фильмы, которые идут в Dolby Vision либо в HDR, они темные. Ну, само собой, ваш телевизор не может отобразить эти видео, потому что у них нет, во-первых, поддержки Dolby Vision HDR и нет достаточной яркости. Но эта проблема решаемая, и компания Realtek заморочилась в свое время и выпустила именно эту самую пресловутую технологию VS10, которая позволяет конвертировать на ходу файлы из Dolby Vision либо HDR в SDR, при этом с сохранением практически идеального первоначального качества. Они провели огромную работу. Там есть таблицы совместимости спектров, таблицы совместимости гаммы. И вот другие этого вообще не умеют практически нормально делать. Это присуще только тем ТВ-боксам, про которые мы сегодня поговорим. Таких ТВ-боксов немного. В частности, там Rocktech GX1, Rocktech GB1, то, что на Realtek 1325. Сюда входят только сертификаты на Dolby Vision. Не сертификаты и не Dolby Vision не поддерживают VS10, само собой. И, конечно же, ТВ-боксы на базе Realtek 1619 и это медиаплееры уже компании Zido. Дорого-богато, но это работает. Что мы сейчас делаем? Мы с вами подписываемся на канал, нажимаем колокольчик. Ссылки на эти ТВ-боксы в описании под видео, да и вообще на любые ТВ-боксы, и на классные условия, на акции. Короче, там в описании под видео очень много всего. И плюс там есть еще ссылочка на наш AliExpress портал в Telegram с промокодами и разными классными подборочками. И мы с вами сейчас переходим конкретно на конкретный тест, конкретный пример, где вы поймете, что это за технология. Итак, смотрите, у нас с вами есть GX1, и если мы пойдем в настройки, экран и звук, формат показа, и выберем предпочтительный динамический диапазон, то мы увидим с вами здесь автоматически либо SDR, стандарт Dynamic Range. Ну, вот это не обращайте внимания, но у меня включено, у вас может быть выключено, если вы используете, допустим, на Realtek 1325 процессоре с Dolby Vision TV-боксе. Давайте сейчас я вам покажу пример того, как без VS10 воспроизводится HDR-видео без SDR метаданных. Это очень обязательная такая штука. Я буду использовать какой-нибудь, любой плеер можно использовать, потому что VS10 это аппаратная технология. Для этого я буду использовать всеми любимый LG New York 4K ролик. Давайте включаем и видим, что он темноват. И именно такие комментарии я часто слышу, что вот я включил там HDR фильм через Matrix, либо скачал, а он у меня темный, что мне делать? Я обычно советую, смотрите SDR ролики, либо если у вас, допустим, GX1, либо GB1, ну и включите в них эту функцию. А вот теперь мы с вами пойдем и включим эту самую пресловутую VS10 технологию. Что для нее необходимо именно в ТВ-боксах Rocktech GX1 и GB1? Для этого мы идем в систему, об устройстве, идем в сборку OS Android TV и клацаем 6 раз, или 7, там сколько там, или 8, пока у вас не появится меню разработчика. Вот оно для разработчиков появилось, больше вам оно не надо, туда заходить вам не обязательно. Заходим в экран и звук, заходим в формат показа, предпочтительный динамический диапазон, и здесь у нас вот это появится вот этот DV-HDR, которая у меня была изначально, она была просто включена. Мы ее включаем, и у нас появляется Dolby Vision стандарт Dynamic Range. Это означает, что этот ТВ-бокс теперь будет форматировать ваш Dolby Vision контент в SDR. И выглядеть это будет вот примерно вот таким вот образом. Сейчас я вам покажу, а потом я вам включу это дело в сравнении. Смотрите, мы включаем тот же самый LG New York 4K. И, о чудо, мы видим с вами яркую, сочную, красочную картинку, которую можно выкатить конкретно на SDR экране. Красиво? Красиво. А теперь давайте разделим и посмотрим, что получилось. Разница видна. То есть вы видите сейчас ролик в сравнении.
И это действительно невероятно. При этом этим свойством обладают не только Rocktech. Давайте сейчас с вами перейдем и посмотрим, какие еще ТВ-боксы имеют такую вот уникальную, прикольную технологию. И начнем, конечно же, с флагмана этого дела, несмотря на все его детские болезни, которые у него есть, но это Rocktech GX1. 4х32 формула памяти, Realtek 1325, с Dolby Vision, с Dolby Atmos, с Netflix сертифицированный и, конечно, уже заслуживший свои и похвалы, и не похвалы из-за его мелких каких-то, я же говорю, детских болячек, но они все справятся потихонечку. Но вот он именно флагман этого дела. Смотрите почему. Потому что цена $112. Если вы в Украине живете, то вы можете купить на фирменном сайте Технозон за 4490. Если с промокодом Технозон, то будет еще дешевле. А если еще и на технозон.com.ua, то будет предоплата Nexon максимальная 6 месяцев и Свит ТВ 6 месяцев бесплатно в подарок. Это, в принципе, самый нормальный, сбалансированный вариант для такого варианта просмотра. Есть еще Yugus SK2. Это его брат-близнец, клон фактически на той же платформе. Но так как его цена сейчас $157, извините меня, дороговато, как по мне. Поэтому можете рассматривать, если вы думаете, что там пишет Yugus прошивки. Нет, Yugus там прошивки не пишет. Это все те же самые Rocktech прошивки. Есть Rocktech GB1. Стоит он сейчас $70, $69.56. Кстати, ссылки все в описании под видео. И там же промокоды, в принципе, все, которые я вам нашел. Это 2/16. Вот у меня он такой вот есть. Это чистый стрим. Подключить туда, он сейчас обновился на Google TV 14, и подключить туда сейчас, откровенно говоря, внешний SSD нельзя. То есть это на чистом стриминге можно смотреть. И, конечно же, у нас есть вот такой вот он на технозон.com.ua, 3190 гривен, с промокодом Технозон дешевле, опять же, подарки будут. Но есть еще Zidu Z9 Pro, Zidu Z20 Pro, ну и серия Zidu Z9X 8K, которая на M-Logic, да, вы не ослышались. Но самые правильные Zidu с этой технологией, это те, которые идут на Realtek 1619 BPD. Это больше медиаплеер, там обычно в базовой версии нет даже Google сервисов, хотя Google сервисы можно установить. И вот мы видим здесь VS10 вот эту вот технологию. Здесь есть разные каталогизаторы музыки, постерволы, поддержка Blu-ray диск ISO, то есть он может проигрывать именно с Blu-ray диск меню, все красиво, но цена $211, здесь даже SATA интерфейс есть. И он правильно конверсирует в реалтековскую картинку. Это прям сумасшедшее дело. И то же самое Zidu Z20. Это уже под 3.5 жесткие диски. Туда можно прям внутрь ставить. А вот на M-Logic Zidu Z9X 8K серия, там идут уже UHD 8000, я делал, там еще разные моменты. Там тоже есть VS10, но она сделана аппаратно на плате за минусом, допустим, процессора. То есть там VPU отдельно они долепили, и тоже конверсия работает. Но, опять же, стоит это все дело уже $309. И если вам нужен базовый вход, то это Rocktech GX1. Rocktech GB1 это конкретный стриминг. Ну или если хотите по топу пройтись по несертифицированному, то это уже Zidu с конкретной VS10 технологией. Ребят, ссылки в описании под видео. Пошли сделаем выводы. Классно все-таки смотреть видео в таком качестве, при том, что это Dolby Vision телевизор. Ну, можете смотреть его в таком же качестве на SDR телевизорах, либо мониторах, либо на очень старых телевизорах, которые не поддерживают нормально HDR, у которых он чисто номинально заявлен. Ставите SDR, конверсию, и будет у вас вот такая вот картинка. Классная технология, рекомендую. Мы с вами уже разбирали AISR, разобрали VS10 и будем двигаться дальше в мире ТВ-боксов. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.